Искусство внешней алхимии. Мы с вами будем говорить об возможности внешней алхимии, но прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, немножко хотелось бы сказать вообще о понятии алхимии, которое многими людьми воспринимаются на уровне реакции, имеют какие-то ассоциативные восприятие, где, по сути, каждый человек имеет свое мнение, понимание, информацию, определяя, что такое алхимия. Первый и очень важный момент, который нужно понимать: об алхимии не могут говорить люди, кто алхимией не занимается. Алхимия – это, в первую очередь, работа. Ежедневная работа, потому что алхимик должен быть постоянно в настройке, на процессе делания, на познании. Да, алхимики не владеют в разные времена по-разному теми или иными знаниями, но они находятся постоянно в опыте познания. И нужно понимать, что для алхимика самое важное – это процесс переживания, что уже является результатом. Ну, а если еще алхимик создает какое-то необходимое, скажем, снадобье или изменяет за счет внутреннего процесса, что очень важно, а также понимать, что существует понятие внутренней алхимии, это ежедневная работа сознания со своим телом, преобразование и большая и серьезная психофизическая работа. Когда люди, в общем-то, не имеют опыта и не увлечены в алхимические процессы и пытаются давать этому определение, это, по крайней мере, неуважение к тем людям, которые, может быть, даже всю жизнь кладут на поиски что-то нового, уникального для, собственно, не только себя, но и для всех окружающих. Так что, когда мы говорим об алхимии, нужно понимать, что это очень серьезный результативный процесс, так как минимум человек совершенствует свой мозг, находясь постоянно в сосредоточении или концентрации. Это не есть какое-то отвлеченное усилие или случайное действие, это всегда закономерное действие, хотя со стороны может показаться случайным результатом. Так что, говоря об алхимии вообще, надо понимать, что за этим стоят годы, десятилетия работы каждого конкретного человека, и только это уже требует определенного уважения к данному предмету. Да, наукой алхимию назвать сложно, но, в общем-то, и сама наука является результатом различных опытов, и пока они происходят, это тот же самый алхимический процесс. То есть любая лаборатория, пока не имеет результат, по сути, подчинена алхимическому процессу, так как они не могут гарантировать тот же самый результат. Значит, у них есть
степень недостаточности, которая, в общем-то, и формирует понятие алхимии. Теперь, собственно говоря, в чем причина появления этого? Она, конечно, имеет много разных обоснований и предположений, но всегда это была попытка изменения чего-то, то есть усовершенствования чего-то. Ну, например, усовершенствование жизни человека, усовершенствование длительности жизни или качества жизни, переживания жизни. Все это относилось к формату алхимии. Хотя надо сказать, что даже если взять две такие во времени проверенные системы, как арабская алхимия, даосская или китайская алхимия, они, в общем-то, имели разные направления в задачах. Скажем, в арабской алхимии она больше изучала небо и связь его с человеком, а китайская алхимия, наоборот, больше изучала человека и связь его с небом. И в этом аспекте, бесспорно, так как человек являлся самым важным, и его рассматривали как срединным в даосской системе, что связано, конечно, с тем, что она не являлась религиозной, то и все действия были направлены на алхимическое преобразование в самом человеке или самим человеком. И с этой точки зрения, бесспорно, это направление в алхимии более интересно, когда мы говорим о внешней алхимии. Хотя, конечно, здесь нельзя отбрасывать различные натурал-философские направления различных школ и даже стран, этносов, которые изучали растения, минералогию, и также являются большой серьезной базой для познания. Тот же шаманизм, если смотреть на него с позиции изучения растительности или настройки на растительности, может много что дать в понимании процессов, связанных с преобразованием и работой с теми или иными видами растениями, что, в общем-то, везде используется. Даже когда мы берем то или иное эфирное масло, мы должны понимать, что к этому привело определенное познание растения, не только научное, но и, я бы так сказал, культурологическое или этнологическое. Так что, переходя уже к понятию связи алхимии с человеком, мы можем выделить два направления. Это внутренняя алхимия, это сложный процесс, связанный с работой самого человека. А внешняя алхимия – это сложный процесс, связанный с подготовкой того или иного снадобья и получением необходимого ингредиента, способного изменять что-то в нашем теле. Так что внутренняя алхимия – это тема иная, другая. А сейчас мы с вами, собственно говоря, и начнем говорить о внешней алхимии.